Привет всем! Сегодня мы поностальгируем, мы будем устанавливать Windows 95. Прошло 10 лет, даже больше, с тех пор, как я его видел в последний раз. Значит, компьютер мне купили, когда мне было где-то 5-6 лет, 5 лет. Это был 97 год, и, естественно, я мог только смотреть, как мне устанавливают Windows. Тогда был Windows 95, и, в принципе, я изучал именно Windows 95. И я решил попробовать его установить, посмотреть вообще, что это такое, как бы сам установить его. Вот, и, в принципе, немножко повспоминать, что там и как там. Нажмем Enter, продолжим установку. В то время, помню, мы играли в Реймана. Вот, получается, очень классная игра была. Она мне очень нравилась. Так, у нас форматируется диск C. Вот у нас запустилась программа установки, и мы нажимаем продолжить. Но я хотел бы зачитать немножко. Добро пожаловать в Windows 95, в программу установки Windows 95. Спасибо за ваш выбор Windows 95. Новые и простые пути, которые помогут вам достичь, которые помогут вам сделать все, что вы хотите с вашим ПК. Установка продлится от 30 до 60 минут, в зависимости от скорости вашего компьютера. Чтобы начать установку, нажмите «Продолжить». Эта операционная система принесла рабочий стол, так называемый. Вот, значки, рабочий стол. До этого в Windows была графика, но это был Windows 3, 2, 1. Первый, кстати, вообще на свет не вышел. Вот, в третьем Windows была графика, но там не было рабочего стола. Вот, значит, установка состоит из 3 шагов. Первое – это сбор информации о вашем компьютере. Второе – это копирование Windows 95 на ваш компьютер. И перезагрузка компьютера и завершение установки. Нажимаем «Далее». Выберите папку, в которой... мы видим... Выберите папку, в которой будет установлена Windows 95. Я по поводу шрифта. У нас тут шрифт, он такой как бы в пикселях весь. Дело в том, что тогда не было функции Clear Type и шрифты не сглаживались. То есть были вот такие вот шрифты, которые раздражали глаза. Ну, в общем, мы выбираем папка C Windows. Можем установить Windows вообще под другую папку, например, C Apple. Но делать этого я не советую. Ну, в общем, мы оставим все как есть. C Windows. Так. Проверяются компоненты перед установкой. И программа нам предлагает способ установки. Обычная, портативная, компактная и ручная. Мы выбираем обычную. Далее. Теперь необходимо ввести имя. Мы пишем админ. Это обычный домашний компьютер, это не какая-то частная компания. Мы просто для ознакомления устанавливаем Windows. Вот, поэтому нажмем «Далее». Он, короче, дал нам список и говорит, какие устройства у вас есть. Network адаптер, ну, в принципе, надо выбрать все. Так, у нас есть Network адаптер и Sound MIDI. Я не думаю, что опять-таки на нашем компьютере будет интернет, но все-таки отмечу все эти программы, чтобы были. Так, установка установка компонентов Windows. Установить все компоненты, показать мне список компонентов, чтобы я выбрал самостоятельно. Я выбираю установить необходимые компоненты.
Тоже рекомендован. Далее. Вы можете использовать мультизагрузочный диск, чтобы запустить ваш компьютер и проверить программы, если вы испытываете проблемы при запуске Windows. Вам необходимо одна дискета памятью 1,2 мегабайт, чтобы создать мультизагрузочный диск. Или дискету, я так понимаю. Нет, нам это не нужно, мы нажимаем продолжить. Теперь программа установки будет копировать Windows 95. Вот этот барабанчик копирует Windows 95 на компьютер. И, естественно, после этого будет перезагрузка. Все, перезагружаемся. Написано, что в вашем приводе обнаружена дискета. Пожалуйста, удалите дискеты и нажмите ОК для перезагрузки компьютера. Подготовка к первому запуску Windows 95. Такой вот экранчик. Так, Windows 95 устанавливает, можно сказать, драйвера для вашего оборудования. Так, теперь мы вводим имя компьютера, какую-то рабочую группу сетевую. Указываем временную зону. Так, Eastern Time применить и окей. И мы видим экран завершения работы. Помню же эту надпись. Типа вы можете уже выключить ваш экран. Запускается компьютер, и мы установили Windows 95. Ребята, мы установили Windows 95. Так, помню, вот такой вот все эти значки я помню. Вот это у нас корзина. Да, вот это мерцание. Вот это я тоже помню. Как запускаешь и выбивает ошибку. Да. Ну-ка, посмотрим, что вообще здесь есть. Диск C. Запускает в отдельных окнах. Так, команда, ну глянем, что это. Ага, это консолька. Например, напишем dir, типа показать то, что находится в папке C. Ага, работает. Ну подожди, есть этот редактор edit?
Да, есть. А сейчас его уже убрали. Так, exit. Так, ну в общем это командная строка. Это вот сама папка Windows со всеми необходимыми файлами. Здесь, кстати, можно настраивать вид, маленькие иконки, средние иконки и большие иконки. Вот. Ну, в общем, это нам не надо, это системная папка. А это командная строка, я так понимаю, MS-DOS, да? Так, хорошо. А это программ файл. Здесь, ну, это всеми знакомая папка. Microsoft Network плюс. Что за плюс? Ага, Microsoft Internet. Так, Accessories. Отлично. Хорошо. Давайте посмотрим на значок папок. Ох, сколько лет прошло, это жесть. New folder. Я помню еще ярлык. Да, я тогда с трудом отличал вообще, что такое ярлык от оригинального файла. Ну, то есть ярлык это когда ты открываешь именно сам файл, да, ну, папку саму. И получается, если ты удаляешь вот папку, да, как бы ты уже ярлык не можешь запустить. Да, вот. И, кстати, давайте ну-ка глянем, как очищается у нас корзина. А ну-ка. Кстати, обратите внимание, здесь нету папки, которую мы создавали. То есть тут только ярлык. А ну подожди, а давайте отменим удаление. Еще раз отменим удаление. Не, вот папка есть. А если мы ее сейчас удалим еще раз? Нет, видите, ее нету. Ну, в общем, мы хотели посмотреть, как очищается корзина. Так, empty recycle bin, правильно, все, есть. Ну что, давайте глянем тогда, какие здесь программки есть. О, вот это жесть. Вот это наш факс, интернет, которым мы не сможем никак подключиться. Ух ты, тут что-то есть. Ребята, тут что-то есть. Но мы не сможем подключиться, потому что это нереально. Ну да. Короче, херня. То есть домой, вперед, назад, стоп. Меньше, больше шрифт, вырезать, ставить, копировать. Ребята, это Internet Explorer. Да. В 95-м Windows. Теперь давайте посмотрим. Fax. Compose new file request. Это нам не надо. CD player, media player. Давайте CD player откроем. Ой, я это не помню, кстати. Я это не помню. Так. Да, все мерцает. Тут типа выберите дисковод, трек, номер трека. Блин. Годы, конечно, ушли. Так, Program Files, мультимедиа, Media Player. Вот это я помню. Вот Media Player я помню. Так, Program Files. Так, это у нас программа дефрагментации. Знаете, да, ребята, что во время записи файлов на жесткий диск файлы записываются в разброс. То есть, ну, то есть информация записывается беспорядочно. И программа дефрагментации помогает эту информацию как бы собрать в один сегмент, и этим самым чтение данных ускоряется. И жесткий диск начинает работать быстрее. Раньше дефрагментация производилась вручную. Вот. А сейчас она производится автоматически, если у вас она включена.
Если оно отключено, значит у вас вообще не произойдет дефрагментации, и жесткий диск должен тормозить немножко. Так, Inbox Repair Tool, Scan Disk. Это программа, которая проверяет ваш жесткий диск после того, как вы случайно вытащили провод из розетки. То есть, когда непредвиденное завершение работы, когда делаете, эта утилита помогает проверить жесткий диск на всякие там биты, сектора, бады вашего жесткого диска. Дальше мы идем, мы системные утилиты посмотрели, мультимедиа посмотрели, интернет посмотрели, факс. Ой, факс. Зачем он нам нужен? Калькулятор. Давайте лучше калькулятор посмотрим. Так, 1, 2, 3. Вот тут есть режим инженерный. Scientific. Scientific это типа инженерный. 4, 5, 6. Ну, нормально. Да, прикольно. Еще там был... Так, это гипертерминал. Это что за хрень? Короче, тут что-то связанное с интернетом. Видно AT&T, крупнейший оператор Америки. Бренд этот. Так, Notepad. Всем знакомый Notepad. Давайте напишем Hello World. Hello World. Да, просто текстовый редактор, в котором нельзя форматировать текст, поменять шрифт. Хотя шрифт спорный, если честно. По-моему, нельзя, да? Нельзя. Это типа перенос по словам. Time date. Да, шрифт здесь нельзя поменять. Page setup, может здесь есть? Нет. По-моему, нет. Source. Ну, короче, здесь настраивается портретно. Это типа для печати. Ну, в общем, нельзя здесь шрифт настроить. Так. И посмотрим этот. Ага. Paint. Это прога для рисования. А ну, глянем. Я просто, вот реально, я хочу это увидеть. Paint. Где версия? Не указана версия. В общем. Так, ну, в общем, Paint вот такой вот. Можно здесь рисовать. В принципе, всем привычная программка. Можно так рисовать. Короче, Paint. Неужели здесь не написана версия программы? About Help Topics. Ну давайте хоть Drawing. Ну ладно, короче, неважно. Так, дальше идем. Мы посмотрели Paint. Phone Dialer. WordPad. О! Вот эта программка, в которой это аналог Word. Microsoft Word. Только не Word, а WordPad. Это большая разница. Это упрощенная программка. Здесь можно и шрифт поменять. Так, например, на реальный. Можно жирным сделать, подчеркнуть. То есть здесь реально можно форматировать текст, увеличить его в размерах. Не, в ноутпаде, по-моему, нельзя это делать. Можно его даже отцентровать, картинку можно вставить. Хотя где картинка? Нет, ребят, по-моему, картинку нельзя вставить. Или можно?
А вот insert объект. Да, можно. Картинки можно оставлять. Ну, в общем. А ну, посмотрим. Ну да, можно отправить. Так. Хорошо. Что мы еще не посмотрели? Мы не посмотрели. Ну, здесь мы уже, в принципе, весь список прошли. Стартап. Microsoft Exchange. Это типа почтовая программа, которая сейчас будет... Сейчас. Ну да, она, короче, подключается к интернету, и у нас же не установлены драйвера, и она сейчас будет ругаться. Вот. Смысла открывать его нет. А MS-DOS, это мы уже смотрели. Оно находится в папке «Мой компьютер», диск C. Так. Microsoft Network, Windows Explorer, вот. Explorer. Опять сейчас выбит ошибку. Помню эту штуку вообще. Она еще так бранчала перед тем, как эту ошибку вбивать. Так. Ну давайте посмотрим здесь, что у нас. Так, я захожу в свойства. И тут у нас можно менять рабочий стол. Это типа паттерн. Раньше, короче, не было простого рабочего стола, были паттерны и wallpaper это обои. Короче, как-то так. Ну давайте поставим carved stone, здесь none поставим. И что самое интересное, здесь можно было даже менять цвет элементов. Например, не рабочий стол, да, а сейчас tooltip active title bar. Например, вот синее, да, хочу сделать черным. И смотрите, видите, оно стало реально черным. Захочу, сделаю красным. То есть здесь реально вот настройка темы была полностью. И шрифт менялся, и размер. Ну, в общем, это не будем трогать. Здесь у нас заставка. Вот такая заставочка. Давайте мы посмотрим. Вот такая заставка была на Windows 95. Скромненькая. Я ее, кстати, помню. Вот. Еще я помню, как здесь была иконка Реймана. Вот, только это у нас, ребята, это иконка, это обои. Мы здесь сами поставили. Давайте я уберу, чтобы она не мешала. А то это за значок принимается. Вот, помню, короче, как была иконка. Кстати, это не ярлык, да? Прикольно. Ну, в общем. Давайте посмотрим, какие настройки есть в пуске. Так, это у нас время. Скрыть. Ага, да, у нас вот так было. У нас, получается, значки всегда были маленькие. Так, это у нас время. Здесь мы настраиваем время. Слушайте, здесь всего так мало реально. Мы сейчас пробежались по всей операционной системе, реально. Так. И остались настройки. Так, это taskbar, это у нас бар это панель, task это задачи. Панель задач. Вот. Ну, по сути, мы здесь уже были. Это, получается, его настройки просто. Так, принтеры. Ну, вот такое, это Microsoft Fax. Короче, дребедень всякое. О, панель управления. Ну, вот, собственно, вот так выглядела панель управления. Это у нас специальные возможности. Добавить новое устройство. Это если вы хотите установить себе какое-то новое устройство, я помню. Эта штука потом очень долго думает, я не буду сейчас ее запускать. Это специальные возможности. Здесь у нас клавиатура, кстати, она может говорить клавиатуру, то есть когда вы нажимаете кнопку, она говорит. Так,
По всей видимости, у нас даже звуковая карта не определилась. Ну, в общем. Так, Sound Center. Так, экран. Использовать высокий контраст, мышка. Ну, в общем, специальные возможности. Это установка оборудования. Установка и удаление программ. Раньше, получается, так, программа у нас не установлена. Если вы хотите установить программу, нажмите кнопку установка. Так, это у нас компоненты. Компоненты Windows, короче. Если мы хотим их включить, отключить, заходить надо сюда. Так, стартап диск. Да, это та самая мультизагрузочная дискета, которая нам предлагалась при установке Windows 95. Так, здесь мы, по-моему, уже были, да. Вот, это дисплей, здесь мы тоже были. То есть, по сути, одно и то же. Шрифты. Вот здесь можно, если вы скачали из интернета шрифт, просто перекидываете в эту папочку и все, и оно у вас работает. Так, интернет я не буду включать, сейчас все зависнет, начнет орать, что нет драйверов. Клавиатура. Только английский установлен. Так, это скорость, реагирование. Так, это не буду включать, не буду включать. Реально, ребят, вот бывают ситуации, когда вообще вот открылось окно и не можешь даже закрыть. Вот, поэтому я не буду включать. Так, это мышка. Ага, это тип курсора. Интересно, а черная тогда была? Animated Hourglass. Не, черной не было. Была только белая мышка. Я это помню. Да. Еще, получается, Windows 95 есть такая проблема, если ты что-то поменял, да, в теме. Например, увеличила размер кнопок, это я сейчас покажу. То обратно поставишь хрен. Надо найти эту опцию, просто ее отключить. Так, главные настройки. Ну, здесь ничего особо нету. Мультимедиа, это, я так понимаю, звук, да. Аудио, не только звук, еще и оригинальный размер, короче, MIDI. Ну, короче, это звуковые настройки, интернет, пароли. Слушайте, я помню, когда, получается, мне постоянно родители ставили пароль на компьютер. Я реально очень много любил сидеть за компьютером. И я помню, когда я много сидел и я помню, как мне, получается, ставили пароль, и я сидел, вот это окошко. Так, это питание. Стандарт, off. Off, что такое off? Power Management, это управление электропитанием. Off, отключить. Отключить. Стандартное и Advanced. Подожди, Advanced это дополнительное, то есть максимальная производительность, а Off это отключить. Наверное, экономия или что-то типа такого. Короче, хрен разберешь. Но оставлю Advanced, типа максимальная производительность. Так, Show Suspend Command on Start Menu. Это не надо, это ладно, не будем трогать. Принтеры, региональные настройки. Ага. Интересно, а если я русский поставлю, он поменяется? А здесь и нету, по-моему, да, русского? Не, вообще Windows 95 есть на русском. Нет, надо менять. Вот, но мы установили английскую версию. Так, звуки. Здесь звуки системы. И, в принципе, окно свойства компьютера. Там указывается лицензия Windows и так далее. Это нам не интересно. Так, это у нас, значит, запустить программу. Мы здесь пишем cmd, и, естественно, появляется... Прикольно. А как надо писать? Команд, что ли? Команд. MS-DOS.
Прикольно. А как тогда запускается? А ну-ка. Как так-то? А, по-моему, я одно М пропустил или нет? Коммент. Так? Да. Вот это жесть. Ребята, вот это жесть. Получается, в Windows 95 вы пишете не CMD, а команд. То есть полное слово. Прикольно, конечно. Ну, в общем, и причем строка запускается в оболочке MS-DOS. Ну, в общем. Так. Так. А теперь что я хотел сделать? Смотрите, давайте мы сейчас включим пароль. Вот, и я хотел бы посмотреть, как выглядит вот это вот стартовое меню, потому что я помню, как я в детстве сидел и подбирал пароль. Да-да-да. Так, все пользователи на этом компьютере. Так, use scan customize desktop settings. Windows switches to your personal setting. No, include desktop icon and include start menu and program group and user settings. Короче, да. Примерно это так выглядело. Да, ребят, это реально, вот я это вот прямо вот помню реально. Ну, например, 4:0. Ага. Вот так вот ставится пароль на Windows 95. Так. Окей, хорошо. Теперь я увидел вот реально увидел вот то окошко. Ну, в общем, вот такое вот у нас было знакомство с Windows 95. Очень милая операционная система, правда, глючная, но у меня с ней остаются только хорошие воспоминания. Вот. Ну, в принципе, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будут еще обзоры на другие версии Windows. Всем спасибо, пока-пока.